течение нескольких месяцев молодая женщина по имени Ингрид страдала от странных и все более тревожных симптомов. Каждое утро она просыпалась с ощущением, будто под кожей на левом бедре кто-то шевелится. Сначала она думала, что это просто мышечные спазмы или последствия долгого сидения за компьютером. Но то, что она обнаружила позже, навсегда изменило ее представление о том, что может скрываться внутри человеческого тела. Ингрид жила в небольшом доме на окраине Упсалы, Швеция. Ее жизнь была размеренной и предсказуемой. Работа в архиве, вечерние прогулки с собакой, чтение книг перед сном. Но последние месяцы превратились в настоящий кошмар. Каждый вечер, ложась в кровать, она чувствовала, как под кожей левого бедра что-то начинает двигаться. Медленно, почти неуловимо, но настойчиво. Сначала она списывала это на усталость. Потом на аллергию или укусы насекомых. Она меняла постельное белье, покупала дорогие мази, даже спала на полу, но ощущение не проходило. Оно усиливалось. Однажды, после особенно беспокойной ночи, Ингрид решила снять себя на камеру. Она установила телефон на штативе, направила объектив на ногу и легла спать. Утром она просмотрела запись. Всю ночь ничего не происходило, но около 4 часов утра она заметила едва заметное движение под кожей, как будто что-то извивалось прямо под поверхностью, на несколько миллиметров приподнимая кожу. Она перемотала видео несколько раз. Движения были не хаотичными, они были ритмичными, почти осмысленными. Как будто что-то жило внутри нее и пыталось выбраться наружу. На следующий день Ингрид записалась к терапевту. Врач, пожилой мужчина по имени Свен Андерсон, осмотрел ее ногу, нахмурился и назначил УЗИ. Результат ошеломил всех. Под кожей, между мышечными слоями, обнаружилось инородное тело вытянутой формы, около 10 сантиметров в длину. Оно шевелилось. Свен предположил, что это может быть киста или доброкачественная опухоль, но когда он попытался взять биопсию, игла ударилась о что-то твердое, и в тот же момент Ингрид почувствовала резкую боль. Она закричала, и врач отстранился. «Это не киста», — сказал он, побледнев. «Это что-то живое». Ингрид направили к инфекционисту, который специализировался на редких тропических заболеваниях. Доктор Карл Линдберг, худощавый мужчина с проницательными глазами и седой бородой, внимательно изучил ее историю. Он задал множество вопросов: где она была в последние годы, с чем контактировала, какие страны посещала. Ингрид вспомнила, что 3 года назад она путешествовала по Южной Америке, посещала Амазонию, ночевала в джунглях в гамаке. Все это время она чувствовала себя нормально, и никаких симптомов не было. Но Карл нахмурился. Некоторые паразиты могут годами жить в организме, не проявляя себя, пока не достигают зрелой стадии. Мы должны провести полное обследование. Ей сделали МРТ, взяли анализы крови, провели несколько биопсий. Результаты пришли через неделю. Карл пригласил ее в кабинет, закрыл дверь и сказал: «Мы нашли это». Это личинка мухи рода Dermatobaer hominis, которую в народе называют человеческий овод. Она проникает под кожу, чаще всего через укус комара, и может развиваться внутри организма несколько месяцев. Яйца откладываются в ткани, личинка питается подкожным жиром и растет, постепенно продвигаясь к поверхности. Ингрид смотрела на него, не веря своим ушам. «Внутри меня». «Личинка», — выдохнула она. «Да», — кивнул врач. Она достигла зрелой стадии. Если не удалить ее хирургически, она может выйти наружу через кожу самостоятельно, но это рискованно, может начаться заражение или сильное воспаление. Ее нужно извлекать в стерильных условиях. Через 2 дня Ингрид лежала на операционном столе. Хирург, доктор Лена Бергман, сделала небольшой разрез в области бедра. Процедура длилась около 40 минут. Когда личинку извлекли, она оказалась живой, она извивалась, пыталась зацепиться за инструменты. Лена поместила ее в контейнер и отправила в лабораторию для изучения.
Ингрид, еще под действием анестезии, успела увидеть ее сероватое, сегментированное существо длиной почти с палец. Она закрыла глаза и заплакала от облегчения. После операции Ингрид быстро пошла на поправку. Боль исчезла, ощущение движения прекратилось, и она снова могла спать спокойно. Ей назначили курс антибиотиков, чтобы предотвратить инфекцию, и рекомендовали еще раз сдать анализы через месяц. Карл Линдберг сообщил, что случай Ингрид будет внесен в медицинские архивы. Это был один из редчайших случаев заражения этим видом овода на территории Скандинавии. Он также связался с коллегами из Бразилии, чтобы уточнить детали и предотвратить возможные заражения среди туристов. Спустя несколько недель Ингрид вернулась к своей обычной жизни. Она больше не боялась ложиться спать. Она начала активно делиться своей историей в соцсетях, рассказывая о том, как важно обращаться к врачам при первых странных симптомах. Ее история разлетелась по всей Швеции, ее приглашали на телевидении, и она стала голосом, предупреждающим людей о том, что опасности могут скрываться даже в самых безобидных, на первый взгляд, местах, в старом антикварном кресле, в забытой поездке, в укусе комара, которому не придаешь значения. Она также связалась с организацией путешественников и попросила их распространять информацию о том, как защитить себя от подобных паразитов во время поездок в тропики. Благодаря ей несколько людей вовремя диагностировали свои симптомы и избежали тяжелых осложнений. Каждый вечер, ложась спать, Ингрид прислушивалась к своему телу. Тишина. Нет движения. Нет страха. Она больше не просыпалась с криком. Она знала, что внутри нее больше никого нет, кроме нее самой. Но иногда она смотрела на маленький шрам на бедре и вспоминала то существо, которое жило под ее кожей несколько месяцев. И не знала, что страшнее, то, что оно было там, или то, что она привыкла к нему. Но она больше не боялась. Она стала сильнее. И знала, что эта история навсегда изменила ее отношение к себе, к своему телу и к миру вокруг. Дорогие зрители, как вы считаете, стоит ли больше уделять внимание своему здоровью после путешествий в экзотические страны? Что бы вы сделали на месте Ингрид? Напишите в комментариях. И если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь. До встречи!